Доброе утро любителям хой. Ребята, у меня есть раритетная хоя, подаренная мне, больше года тому назад. И вот она имеет уже вот такой вот объемчик. Только что я ее немножечко привела в состояние не ампельное и не растущее куда ни попадя. В общем, закрутила, пока она свой красивый ус не превратила вот в такую несгибаемую ветвь. Спросите, Ань, что это за хоя? Ребята, это хоя мелифлуа. Достаточно редкий вид, эндемик Филиппин. Это значит, она там произрастает, это ее родина. Очень неприхотливая дамочка. Здесь немножко я крутанула, и даже немножко выступило молочко. Я немножечко задела ее листик. Я тут сижу, изучаю про нее информацию. И очень интересно пишут. Испанский священник в 1837 году, я буду вам ее показывать и рассказывать, отец Бланка нашел эту хою, собрал и описал. И описал ее под названием Стапелия мелифлуа. Она очень похожа на хою, как оказалось, фратерну. Ее даже называют иногда маленькой фратерной. У меня есть эта маленькая фратерна тоже. И тоже мне подарена. Если я ничего не перепутала, потому что было несколько черенков одновременно мне подарено Татьяной. И вот такие вот две хои у меня есть. Но это и по описанию, и по поведению, вот такие корни в этом году выросли, растет значительно хуже ССП фратерна. Она тоже мелифлуа. В общем, растет она у меня хуже. Но дала вот усик. И говорят, что очень тяжело зацветается. Это намного сговорчивый мелифлуа. Девочки, смотрела в наличии, очень тяжело найти. На eBay взрослая мелифлуа стоит не бюджетно. Стоит в районе $200. Представляете? Короче говоря, вот такая вот хоя интересная, но у нас не популярная. Цветет такими корзинками яркими по 5-10 штук в соцветии, в зонтике собраны цветочки. И они выделяют очень такой, знаете, почти черный нектар, точно подобно хое керри. В описании отца Бланка указывается, что цветет она на своих Филиппинах в июне. Но мы не на Филиппинах, пока не цветем. И цветоносов пока нигде я не наблюдаю. Она сейчас только-только вот, выдала этот ус длиннющий и наращивает листовую массу. Что скажете? Я ее временно сюда так перекинула. Дело в том, что на днях у меня была пересадка. Я ее пересадила в больший горшочек с добавлением, как обычно, серамиса, перлита. У нее хорошо ветвится корневая. И вот смотрите, прошло буквально, я бы даже сказала, пару дней. И вот смотрите, что творится за пару дней с корнями. За пару дней! Обалдеть! Ну, короче говоря, интересная хоя. Хотелось бы, конечно, увидеть ее цветение. И я хочу дождаться этого момента. Мне очень интересно увидеть ее корзинки, ощутить аромат. Написано, что аромат в описании этого вида, что аромат заполняет всю комнату, что он такой сладкий, интересный аромат.
Знаете, особой информации о этой хвое вообще днем с огнем не найдешь. Посмотрела много видео, но они достаточно такие, знаете, 20-й год, 23-й. То есть как-то вот редкое коллекционное растение, видовое. В общем, девочки, кто не боится вот такого вот монстрика, ну лист, я вам скажу, бывают хуи и побольше листовые пластины. Этот, в принципе, вид не так уж страшен. Очень даже сдержанный размер листовой пластины. И вот с этим черенком, конечно, история у меня такая, знаете, я уж думала, что у нас ничего не получится. Но листья у них очень похожи. Я уже, знаете, подумываю, ничего ли я не перепутала. Было две хуи разных. Ну вот только дождаться цветения, тогда будет понятно. Одна и та же эта хуя. Было две хуи, но вот этой было несколько черенков. И я вот с этими всеми маркерами... В общем, я так посмотрела визуально, мне показалось, что это именно вот другая, которая Мелифлуа фратерна, не знаю. В общем, вид один, разные подвиды, но они и цвести должны по-разному. Та, которая фратерна, цветет корзинками желтыми, а это более яркими, ближе к красному, от оранжевого к красному. Девочки, вот такая вот у меня история с моими мелифлуа. У кого есть эта хоя, будет интересно с вами пообщаться в комментариях. Расскажите, как она себя ведет, что интересного, чем удивляет, чем расстраивает. Единственное, что меня, знаете, удивило, то, что она очень так по-шустрому растет. И именно этот вид хвои очень пластичный. Она легко приспосабливается к разным условиям, к разным условиям содержания. И наша сухая атмосфера с пониженными процентами влаги ее не смущает. Она растет, растит ус. Вот этот ус, когда мне ее дали срез, он, видите, он остановил свой рост, присушила она его. Я думала, она здесь пойдет расти. Нет. Она... Откуда она выдала этот усик новый? Вот откуда-то оттуда, изнутри она выдала почку и пошла. Вот она только сейчас деревенеет. Это, видите? И, вот, и потом от этого усика проснулась почка, вот так 3 листика, и пошел новый ус уже в этом сезоне. Вот такой я его, говорю, сегодня крутанула. Надеюсь, что она на меня не обидится. Вывела я наверх ее кончик этого уса. Надеюсь, что все будет хорошо и она не обидится. Но пластичная, я на нее практически не обращаю внимания. Даже бывает ее пересушиваю. Но это и даже для нее хорошо. У нее очень мясистый лист. Очень мясистый. Она как суккулент запасает влагу, поэтому ей не страшна пересушка. Я другой раз уже смотрю, что она у меня уже заваливается от того, что она в сухом состоянии. Я быстренько ее поливаю. Вот такой немножко сплэшек у нее на листиках. Ну, в общем, вот такая интересная хвоя. Будем ждать ее цветения. Очень прикольная. Кто захочет, когда нарастит листиков, могу поделиться череночком. Все-таки иметь такую филиппинскую редкость у себя в коллекции, почему бы и нет. Но это именно, ребят, раритет. В описании вида написано, что листья вырастают до 13 сантиметров и ширина 5-6 сантиметров. Так что, ну, в принципе, это не слишком и большие. Ну, как бы здесь уже, наверное, сантиметров 10. В общем-то, нормальная. Если ее закручивать, и главное успевать это делать, чтобы она... Видите, я тут прям... Я посмотрела, ус еще такой зеленый и гнется. Я давай думаю, быстрее, надо ее
согнуть, чтобы она не осталась, она у меня ползла по стене. Думаю, сделаю так, чтобы потом, ну, понимать, что с ней дальше делать. Потом можно будет еще один ряд накручивать, если она вырастет еще дальше ус. И тогда крепить друг к дружке, даже опора не нужна. Такой, знаете, кружок. Опора, конечно, есть. Иначе потом вот такое древко получается, и его не согнешь, ничего не сделаешь. Так что вот так. Укореняла я ее, какой-то из черенков был укоренен, а какой-то, я помню, укореняла. Ну, мне кажется, в воде она дает неплохо корни, но я, по-моему, да, в водичке немножко держала. По-моему, этот черенок я высаживала. Сначала в воде наращивала корни, а потом уже посадила в грунт. И очень долго вот именно у этого черенка не было видно корней. Но вот сейчас нормально. Я этот вариант держу на северной стороне, но после обеда попадает вечернее солнце в течение нескольких часов. Ну, вроде ничего. А вот этот экземпляр у меня растет в притенении на южной стороне. И вот я увидела, что корни охотнее начали расти именно на южной стороне в притенении. Друзья мои, несмотря на то, что у нас была бессонная ночь, очень тяжелая, непростая, но я все же решила вам сделать подсъемочку этих двух красавиц спустя время. Они с удовольствием растут и развиваются в моих условиях. Вот посмотрите, как подросла Хоя меллифлуа фратера. Вот этих листиков не было в начале видео. Вот так вот она интересно пошла в рост с удовольствием на южной стороне. То есть ей на северной стороне не хватало солнечного света. И она молниеносно, просто за месяц, за полтора нарастила вот такую вот красивую шевелюрку. Листик еще формируется, еще тоненький. Но на северной стороне неуемно, просто без остановки растет меллифлуа бланка. А это именно бланка. И смотрите, какой она дала ус. И этот ус пошел дальше. Вот вижу, там надо уже его освобождать, потому что листья уже растут вон там. И надо что-то с ним делать, потому что этот ус потом не скрутишь. Он станет вот такой вот. И не будет податливый. Сейчас я этим займусь. Крутану ее еще раз. Ну вот смотрите, здесь, конечно, где я ее закрутила, она листья не растит. На вот этих узлах. Видите? Ну, сейчас посмотрю, что с ней сделать. На северной стороне пока цвести не хочет. Я уверена, если я отнесу на южную, она, скорее всего, на каком-то из усиков начнет расти цветоносы. Потому что для цветения, мне многие спрашивают в комментариях: Аня, как зацвести хою? Девочки, солнышко надо хои, и тогда будет цвести. Так, все, сейчас пойду выручать вот этот усик и покажу вам, что в итоге получится. Такая вот интересность. Каплевидной формы листики. Интересные два вида хои. Возможно, это один вид, но две разновидности, так мне кажется. Ребята, приходится отодвигать стеллаж, потому что здесь пара листьев, которую надо освободить. Надо было мне на это обратить внимание раньше. Ну, аккуратно, аккуратно постараюсь это сделать. Ура! Ой,
А здесь ситуация не лучше. Видите, как хвои могут... Здесь надо 2 руки. Как хвои могут проникать в разные щели. В кондиционер может хвоя залезть. Ой, девочки, тут надо аккуратно. Мне надо ее вот здесь выручить. Минуточку. Очень не хочется повредить растению листики. Ну, в общем-то, все получается. Фух, друзья мои, делаю еще один виток. И буду сейчас этот ус направлять вверх. Потому, ну, единственное, я вижу, что все-таки я немножечко повредила новые растущие листики, задела, скорее всего. И видите, сразу хвоя отреагировала, выпустила млечный сок. Да, здесь вроде все в порядке. Но здесь тоже все в порядке. Ну, посмотрим, будут ли дальше развиваться эти листики. Посмотрим впоследствии. Могу вам сказать, что все получилось неплохо, но есть одно но. Это неустойчивость в этом стакане. Она заваливается, но я ее ставлю вот в такое вот ведерочко. И надо здесь ее зафиксировать. Листва уже такая достаточно тяжелая, листья мясистые, хвоя серьезная, так я вам скажу. Но вот этот, мне кажется, сухой побег, хотя за него, в принципе, здесь я ее придерживаю к держателю вот так. Это, кстати, крепеж от батона с хлебом. Очень, кстати, неплохо справляется со своей функцией. И я нашла выход из положения. У меня здесь есть такой блок от Ванды. И я немножечко вот так вот придерживаю горшочек, и она стала стоять устойчивее. Да, у хвои такая проблема. Вверх нарастает, а горшка пока еще не требуется большого. Она даже еще этот объем грунта не оплела корнями. И поэтому есть такой неприятный момент в разведении хвои, что они очень часто падают со стеллажей, со своих насиженных мест. В общем, девочки, вот такие 2 красавицы у меня растут. Спасибо большое Татьяне за то, что она мне подарила 2 такие интересные хвои. Я очень хочу дождаться их цветения и посмотреть, как они процветут. Напишите, есть ли у вас такие обычные зеленые хвоечки, немножко со сплэшем. Избавляетесь вы, выводите их из, правильно сказать, выводите вы их из своих коллекций или оставляете. Ну, посмотрим, как процветут, как будут ароматить, и будем решать дальше, как с ними поступать. Все, всех обнимаю. Всем мирного дня, тихого, спокойного. Всем одесситам терпения, сил. И всех обнимаю. Пока-пока.